Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошный, очень стабильный, необыкновенно ароматный и вкусный крем-медовый пломбир. С очень богатым медовым вкусом. Крем будем готовить заварной, недорогой посредством, без сыров, без сливок. Крем получается стабильный, идеально держит форму, подходит как для украшения, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. Покажу, как правильно его приготовить, чтобы он не расслоился, а наоборот стал очень гладким, глянцевым, вот таким красивым. Сначала приготовим заварную основу. Здесь у меня 25 грамм кукурузного крахмала. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, перемешиваю обязательно, чтобы крахмал не пошел комочками. Добавляю туда 300 миллилитров молока. Обязательно перемешиваю на данном этапе до полного растворения крахмала, чтобы не было вообще никаких комочков. Также 2 яйца среднего размера, разбиваю их в меланж и добавляю к молочной смеси. Аккуратно перемешиваю до однородности. Здесь у меня 180 грамм сгущенки, просто обычного сгущенного молока с сахаром. Добавляю к сгущенке всю яичную смесь. Все это перемешиваю до однородности. И иду сейчас уваривать эту смесь уже до загустения. Итак, на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения. И когда пойдут первые признаки кипения, я провариваю еще примерно 20-30 секунд. И сразу же снимаю с огня. Перекладываю заварную основу в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Накрываю все это пищевой пленкой в контакт и убираю охлаждаться. Здесь у меня 250 грамм размягченного сливочного масла. Так как уже холодно в помещении, я прогрела его слегка в микроволновке. Вот так оно должно выглядеть. То есть след от вилки должен очень хорошо оставаться, но в то же время он должен быть мягким. Почему я так это все обстоятельно рассказываю? Чтобы крем не расслаивался. Масло я взбиваю примерно 3 минуты до побеления и пышности. Добавляю сейчас по 2 столовые ложки заварной основы. Заварная основа у меня еще как бы слегка даже немножко теплая. То есть она не должна быть ни в коем случае холодной. Она здесь такая достаточно плотноватая. Это благодаря сгущенке. Но она такая должна быть. Сейчас всю заварную основу я по 2 ложки добавила уже к маслу. Прорабатываю я это просто до однородности. Долго здесь взбивать ничего не нужно. То есть чем дольше будем взбивать уже проваренный крахмал, тем более жидким может становиться крем. Я уже один раз сейчас после взбивания собрала все это с краешков посуды лопаткой. Опять прорабатываю миксером, чтобы уже полностью действительно вся заварная основа у меня разошлась. Вот такой результат уже получается. И еще раз прохожусь сейчас лопаткой. И добавляю сейчас туда 3 столовые ложки меда. Вот именно в этот момент не варим ничего с медом. Мед у меня обычный, покупной. Мед натуральный, мед цветочный, очень ароматный. И он должен быть здесь именно жидким. То есть засахаренный мед здесь я брать вообще не советую. Нужен вот такой вот жидкий мед. Добавляю туда 3 столовые ложки, не больше, иначе будет уже слишком сладко. Здесь идеальные пропорции. Все это перемешаю аккуратно лопаткой. Мед ни в коем случае не расслаивает крем, а наоборот он его стабилизирует. Может, кому-то это покажется странным. Если делать по этому рецепту, все обязательно получится. Сейчас прохожусь еще раз миксером, до полного объединения прохожусь уже недолго, то есть просто чтобы все это объединилось с медом. Крем получается очень стабильным, то есть им можно как украшать, так и наполнять торты, пирожные и капкейки. Все и еще раз со стеночек посуды собираю и еще раз быстро прорабатываю миксером. Если мы будем взбивать все это в планетарном миксере, стольких пузырьков в креме у нас не будет. То есть здесь есть пузырьки воздуха, мы это видим. Пузырьки эти возникают именно от ручного миксера. И крем получается даже более красивым, чем до добавления меда. Насадка у меня здесь кондитерская 1М, самая распространенная насадка в принципе для украшения капкейков.
Им очень хорошо можно сейчас вот в осеннее время украшать и морковные капкейки, и шоколадные. То есть все, что очень хорошо сочетается с медом. И также, конечно же, медовые бисквиты прослаивать. Медовики я здесь советую прослаивать именно с очень тонкими коржами. Есть у меня такой медовик классический на канале, где я тонко очень раскатываю коржи, либо же вообще медовик без раскатки коржей. Тоже очень хорошо прослаивать именно этим кремом. Если у вас очень плотные, такие толстоватые коржи, я все-таки советую использовать заварной крем с таким очень небольшим добавлением сливочного масла. Здесь я показываю очень универсальный этот рецепт, чтобы он подходил и для украшения, и для наполнения. Если у вас коржи тоненькие и с небольшим количеством муки, тогда можно смело использовать в начинку в медовики и вот этот крем. Крем ароматнейший, крем очень стабильный, глянцевый получается. И он также идеально подходит именно для украшения капкейков. Что немаловажно, особенно вот сейчас в осенне-зимний период к рождественским праздникам. То есть вот эта медовая тема сейчас очень актуальна. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.